Не каждый день дети оказываются в таком ужасном положении. Однако так случилось с детьми, которые играли в Канаде в жаркий день, когда они увидели нечто, требующее их немедленного внимания. Непонятное живое существо, возможно, было покрыто пеной и едва могло двигаться. Однако дети боялись, что это животное, возможно, запуталось в пене и могло погибнуть, если не вызвать помощи спасателей животных. Дети позвали компетентные спасательные органы, которые сделали все возможное, чтобы спасти животное. Однако у нежной группы канадских подростков возникла проблема: они любили животных, но не знали, с каким существом имеют дело. Они не могли определить, является ли это маленькой собакой или кошкой, или, возможно, это зараженный бешенством скунс или енот, представляющий опасность для их собственного здоровья. Странное существо спряталось под машиной, чтобы защититься, но оно находилось в опасной ситуации. Тогда Джейден и Эйден сделали то, чего остальные боялись. Они опустились на колени, чтобы ближе рассмотреть, что находится под машиной. Подростки были ужаснуты. Оно выглядело как монстр из голливудского фильма. Однако затем они поняли, что это не страшное существо, а печальное животное, которое отчаянно цепляется за жизнь. Они хотели помочь этому существу, которое ранее было покрыто пеной и сейчас было сухим, но они не знали, с чего начать, так как оно едва могло двигаться. Они попытались привлечь животное к себе едой, но это не сработало. Поэтому им пришлось залезть под машину и осторожно вытащить существо. В это время Джейден нашел коробку, в которую они поместили существо, покрытое пеной, и позвонил в семью Эйдана, чтобы узнать, что делать дальше. Поскольку мама Эйдана разделяла его любовь к животным. Она попросила сына поторопиться с этим существом в ветеринарную клинику. Она знала, что они попытаются спасти жизнь существа, не беря деньги с семьи. Так это животное попало под заботу добрых людей в ветеринарной клинике Святого Джорджа. Доктор Иган, ветеринар, отправилась на работу. Она сказала мальчикам, что животное бы умерло, если бы подростки не спасли его. Еще несколько часов в таком состоянии, и оно не смогло бы выжить. Доктор сделала укол успокоительного животному и начала обрабатывать его спиртом, чтобы удалить пену с шерсти. Наконец стало ясно, что это не собака и не кошка, а белка. Это заняло около часа. У бедной белки была обнаженная кожа, покрытая синяками. Но в конце концов, она не выглядела так плохо, сказала доктор Иган. Когда белка проснулась, она не была особо активной и выглядела очень усталой. Поскольку после этих тестов животное было в приемлемом состоянии, доктор Иган решила, что после нескольких дней реабилитации в клинике белка сможет восстановиться и будет выпущена на волю. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где вы найдете много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.